До недавних пор Sony делала исключительно желанную и по-настоящему уникальную технику, а их Xperia занимали особое место на рынке смартфонов. Но в какой-то момент что-то пошло не так и не туда. Куда и как, вместе с тобой сейчас в этом ролике и выясним. Нихао, камрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о смартфонах узнаешь. Xperia и любые другие смартфоны из Китая можно заказать у меня в магазине Xperia from China Store по ссылочке в описании. А если вам нужно заказать что-нибудь для вашего бизнеса, будь то оптовые закупки носков или промышленные станки, обращайтесь в XFC Market, опять же по ссылочке в описании, можно связаться с менеджером. А если у вас тормозит YouTube, то вы бесплатно можете попробовать мой XFC VPN. Пробный доступ дается на неделю, а установить его можно не только на смартфоны и компы, но даже и в роутере. Вот этот фрагмент был записан на Xperia 1 Mark 7 в авторежиме в 4К 60. Если вы хоть раз смотрели презентации Xperia, вы наверняка видели этот бессмысленный и беспощадный японский маркетинг, нацеленный на подчеркивание названий технологий. К сожалению, на одних только заявлениях о технологиях далеко не уедешь, но эти самые презентации из года в год выглядят примерно так. Технологии Альфа, оптика Zeiss, инновационный трансфокатор, прогрессивность, экологичность, технологии, стабильность, технологии, перспективность, дань истории, технологии. С вас $1500. В целом, конечно, у Xperia есть сильные стороны, за которые их можно хвалить. Но вся проблема в том, что у смартфонов, как и любых других вещей, есть не только плюсы, но и минусы. Особенно очевидные, если сравнивать ценник. Потому что если ты покупаешь смартфон за свои деньги, а не получаешь его в подарок, как Оли Нильсон, то внезапно оказывается, что хочется, чтобы товар оправдывал стоимость, которая за него была уплачена. И особенно, если у человека есть возможность попробовать сразу несколько товаров в этой ценовой категории за свои собственные деньги, начинаются вопросы. Я вот в прошлом году купил Xperia 1 Mark 6, я за свои деньги покупал Vivo X100 Ultra, X200 Ultra, я за свои деньги покупал Oppo, я за свои деньги покупал Samsung, и внезапно начинаются вопросы. Почему некоторые вещи, которые есть в Oppo и Vivo за $900, я не встретил в Samsung за $1500. Почему некоторые вещи, которые есть в Samsung за $1500, я не нахожу в Соньке за $1500? И не нужно мне писать о том, что в России там можно найти Соньку дешевле, потому что я сравниваю официальные цены от производителя на старте продаж. Конечно, сейчас и Samsung подешевел, и Vivo, и Oppo. Более того, я эту самую Xperia для клиента купил у дилера со скидкой. То есть я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ее можно купить дешевле. Но официальная цена — это то, во сколько производитель оценивает свое изделие. И вот именно от этой официальной цены мы и будем отталкиваться. Vivo стоит 7000 юаней на 512 гигабайт, Oppo стоит 7000 юаней на 512 гигабайт, а Samsung стоит 10 тысяч юаней. Ну и Сонька тоже стоит там чуть больше 10 тысяч юаней за 256 гигабайт. Почему? Что в ней такого, за что я должен заплатить больше, чем за Samsung, чем за Vivo, чем за Nubia? Что в ней такого? Ну а если остальные бренды тебе не интересны, то как минимум важно понять, лучше ли семерка шестерки настолько, чтобы вместо того, чтобы взять подешевевшую шестерку, ты взял и понес свои деньги за новинку. Xperia 1 Mark 7 в сравнении с прошлогодней Сонькой очень хорошо удерживает высокую яркость экрана на солнце во время видеосъемки. И это, конечно же, здорово. Но проблема в том, что это все тот же Full HD экран, который к тому же пульсирует так, что при яркости ниже 50% коэффициент пульсации зашкаливает за 110%. И это просто какое-то позорище, потому что если какой-нибудь маленький бренд типа Oppo или Vivo может себе позволить откалибровать панели на своих экранах так, чтобы пульсации были на всем диапазоне яркости ниже 20%, то большая фирма Sony почему-то бюджета на калибровку экрана так, чтобы он не пульсировал, не нашла. И это вызывает вопросы. То есть владельцам Xperia с чувствительными глазами придется ставить приложение Screen Dimmer и фиксировать там яркость физическую на уровне где-то 65-70%, потому что там пульсации составляют довольно скромные 40%, и так, в принципе, уже жить можно. Но, конечно же, когда пользователь будет понижать яркость, она будет уже понижаться не за счет физического понижения напряжения на экране, да, а за счет натягивания серой маски поверх экрана, что непременно будет херить цвета. Но так хотя бы смотреть в экран можно будет без боли, если у человека более-менее чувствительные глаза. Как-то вот так получается, что маленькие китайские бренды, которые смартфоны делают 5-10 лет, калибровать экраны догадались, а Sony, которая смартфоны делает уже 20 лет, не догадалась, что экраны нужно калибровать. Или бюджета у них не нашлось. Вот объясните мне, пожалуйста, в комментариях, почему так выходит. Автономность у Xperia 1 Mark 7 конкретно в моих тестах в сравнении с шестеркой почему-то оказалась хуже. И если честно, я не могу понять почему. Конечно, да, можно пенять на более
прожорливый процессор, но неужели инженеры из Sony не догадались, что компенсировать более прожорливый процессор более современным и более емким аккумулятором будет хороших идей? Почему они не поставили, допустим, кремний-углеродный аккумулятор, как это делают китайцы? Почему они не догадались, что можно было сделать просто большую емкость? Ну, я просто не понимаю, неужели у такого большого бренда, как Sony, может быть, это маленький бренд на самом деле, может быть, нам чего-то японцы не договаривают, они, может быть, просто не слышали о том, что существуют на рынке более прогрессивные технологии зарядки, да, более прогрессивные технологии аккумуляторов. Может быть, ребята, позвоните кто-нибудь в Sony и спросите, слышали ли они про кремний-углеродный аккумулятор. Потому что, может быть, они реально не слышали, потому что в китайских смартфонах это уже много лет стоит, и оно позволяет китайским смартфонам жарить аккумуляторы 80-ваттными зарядками на протяжении 2-3 лет, и емкость от этого не падает. Как минимум, я продавал свой X90 Pro Plus буквально там несколько месяцев назад, и у меня там после 2 лет прожарки быстрой зарядкой оставалось 94-95%. То есть быстрая зарядка, если качественно сделан аккумулятор, не сильно-то и приводит к ускоренной деградации. И поэтому говорить о том, что медленная зарядка на Xperia это технологии, не приходится, это отсутствие технологии. К тому же, вот эта сама технология быстрой зарядки, это не просто большие ватты, это на самом деле очень интересные технологии. Почитайте на досуге, я не хочу об этом сейчас рассказывать, потому что обзор Xperia, а не технологии быстрой зарядки. Но ролики об этом в YouTube есть. То есть там на самом деле очень много всяких подводных камней, и это высокотехнологичная сфера. То есть на самом деле нужно пропускать высокий ток, высокий вольтаж. Это все, короче, должно охлаждаться и не приводить к деградации этих компонентов. И если этого всего в Xperia нет, приходится констатировать факты отсутствия высоких технологий. Зато Xperia 1 Mark 7 больше не лагает и не перегревается во время видеосъемки на длинных дистанциях, как это делала у меня в прошлом году Xperia 1 Mark 6 на старте. Конечно, с обновлениями все пофиксили, но на старте с теми прошивками, которые были в первые месяцы, просто невозможно было снимать что-то на длинной дистанции. И, конечно же, у остальных обзорщиков почему-то все было хорошо, а вот я, работаю учителем в школе, пытаясь снять своих детей, там утренники и прочее, на длинной дистанции получал перегревы как в 4К 60, так и в 4К 30 и даже в Full HD с 30 кадрами в секунду. Мне приходилось писать видео через Mac Pro 24 FPS, выставив блокировку на основном объективе, чтобы не было мультисессии, потому что, я так понимаю, она приводила к перегреву. И, в общем, я не мог просто пользоваться Xperia по-нормальному. Как в контролируемых, так и в неконтролируемых условиях у меня 1 Mark 6 перегревался во время видеосъемки. На 1 Mark 7, слава богу, на стартовых прошивках уже таких проблем со стабильностью нет. Можно снимать видео, не боясь о вылете от перегрева. Спасибо вам за прогресс, Sony. Мы, кажется, его заслужили, учитывая стоимость этих аппаратов. Вон уже 40 минут записываем, и даже экран не сильно сбросил яркость. Вполне комфортно, и видео не превращается в слайд-шоу. Нормальный полет, здорово. Также в новой Xperia новый сверхширик. Я не знаю, кто просил о новом сверхширике, потому что в моем окружении люди жаловались больше на телеобъектив. Конечно, хотелось бы более широких угол, чем 16 мм. Но вообще такое ощущение, что кто-то из диверсантов, вот каких-то там цифровых, написал во все бренды, чтобы в этом году во всех смартфонах были новые сверхширики. Потому что вот, собственно, 25-я галактика с новым сверхшириком, Vivo X200 Ultra с новым сверхшириком, причем он здесь вообще лучший во всех индустрии, потому что матрица здесь на сверхширике такая же, как на основе, и это здорово. Но, блин, Sony, поставив новый сверхширик, не сделала того, что делали Vivo и Samsung, потому что на Vivo можно фоткать в 48 мегапикселях, причем в RAW, блин, можно получать 48 мегапикселей на этот сверхширик. На Samsung 25, у меня в руках 24, но на 25 тоже можно снимать там 8К видео. Все, что японцы дали пользователям новой Xperia 1 Mark 7 после установки более крутого 48 мегапиксельного сверхширика, это видеосъемку в 4К с автокадрированием в Full HD. Матрица позволяет снимать 8К. Можно было бы сделать 8К и автокадрирование в 4К, но нет. Пользователи Sony заслужили только Full HD. Причем эта фишка была еще и в Xiaomi много лет назад. И я так понимаю, за ненадобностью они ее выпилили, потому что, ну, все-таки Xiaomi продает больше смартфонов, чем Sony, причем на глобальном рынке в том числе. И, видимо, у них статистика показывает, что эта функция не требуется пользователям, и они ее просто выпилили. Xperia много лет спустя эту функцию снова предлагает. Нет, конечно, здорово, что эта функция появилась, кому-то она, может быть, будет полезной, но тут возникает один очень странный момент. Помните вот этот вот замечательный гаджет, который позволял снимать себя на основную камеру и точно знать, где вы в кадре находитесь? Так вот, теперь вот этот вот замечательный гаджет не работает. Он работал на Xperia Pro A, Xperia 1 Mark 4, 1 Mark 5, 1 Mark 6, на семерке он больше не работает. Знаете почему? Ведь теперь у Xperia есть автокадрирование. Зачем вам вот этот вот долбанный гаджет с собой таскать? Вы ведь можете наслаждаться, снимая себя в Full HD с автокадрированием на сверхширик. Это же так здорово! Японский прогресс. Ребята,
А чего вы не радуетесь-то? Радуйтесь? Пишите в комментариях. Счастье на голову упало. Желтого цвета. Как минимум я и в моем окружении люди ждали, что все-таки Sony обновят телеобъектив, потому что матрица на телеобъективе здесь стоит меньше, чем на фронталке. Зайдите просто в спецификации и почитайте, это позорище. Но, ну что есть, то есть, хорошо, спасибо и на том. Но от Sony пользователи ждали все-таки более плавного интерфейса переключения камер, как на фото, так и во время видеосъемки. Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi уже давно приблизились к iPhone вплотную по плавности интерфейса, и это приятно, когда ты пользуешься камерой, и она плавная. У Sony все еще слайд-шоу, все еще дерганое. Единственный бренд, кроме Sony, у которого такое же галимое переключение между камерами, это ZTE. У них тоже просто позорище какое-то долбанное. Они до сих пор не научились нормально переключаться между модулями камер, который год, кстати, подряд. Ну и у Sony только недавно появилось переключение между модулями камер в Xperia 1 Mark IV. Но они за вот 3 года так и не сделали нормальный интерфейс переключения. Я не понимаю, о чем они думают. То есть почему нельзя было за год просто взять человека, обучить этому? Целый год. $1500 этот смартфон стоит. Нельзя было пользователям просто услужить, в конце концов, сделать приятным сам процесс, потому что уже давно даже в камерах идет упор не только на результат, но и на процесс, чтобы пользователю нравилось то, что он делает. Здесь только страдания. Одна из вещей, которая в камере Xperia бесит просто неимоверно, это 30-секундный тайм-аут. Если не прикасаться к клавише спуска затвора и просто ходить визируя, выбирая объект для съемки, то камера закроется через некоторое время. Нужно обязательно каждые 30 секунд жмакать на клавишу спуска затвора, иначе смартфон просто закроет камеру. Ну вот зачем так? Можно было бы использовать датчик вот этот вот приближение, отслеживать взгляд. Нет, нужно обязательно закрывать камеру, хотя я прям в нее сейчас смотрю. И ведь функционал отслеживания взгляда это не какие-то там нанотехнологии. На Vivo это появилось достаточно давно. Вот в умном движении, умное включение-отключение экрана. Читаем. Умный экран включен. Если селфи-камера определяет лицо, которое смотрит на экран в течение длительного времени, он остается включенным. Активируя эту функцию, вы соглашаетесь использовать камеру. То есть можно использовать камеру во время даже фотосъемки. Все-таки фронталка же не используется сейчас. Можно было бы отслеживать взгляд. В системе, как минимум, это работает. Причем вполне логично, что снимать изображение с фронталки нужно не в режиме реального времени, так чтобы аккумулятор сел, как во время видеосъемки, а просто раз в 5-6 секунд один кадр. Достаточно даже не точного распознания, а просто, чтобы лицо пользователя было направлено к смартфону. Я не понимаю, почему я, как пользователь, должен такие вещи вот прямо сейчас... Это же несложно придумать, оно уже реализовано, оно было реализовано на смартфонах Sony. Но сейчас все возвращается в каменный век. И поэтому я ненавижу смартфоны Sony, потому что они не продуманы, ими неудобно пользоваться. Для вас ведь не секрет, да, что само название линейки смартфонов Sony Xperia происходит от английского слова experience, то есть опыт. И вот этот самый пользовательский опыт у Xperia из года в год деградирует, очень сильно хромая к настоящему моменту. Особенно если сравнивать это с тем, что, опять же, в среднем по рынку из себя представляли смартфоны Xperia лет 10 назад. Это просто величие. Смотришь на эти смартфоны и вспоминаешь, как когда-то Sony просто была королем рынка. Да, конечно, с тех пор очень многое изменилось. Прогресс замедлился, спору нет, но даже в таких условиях некоторые китайские бренды умудряются показывать настолько объемное изменение из года к году в своих флагманах, что диву даешься, как им это вообще удается запихнуть в бюджет. Вот взять Vivo X200 Ultra. Что в нем вообще от сотки осталось? Да ничего. Новый экран, новые динамики, вибрация другая, все 3 модуля камеры другие. Да, конечно, здесь матрица в телеобъективе та же самая, но оптика новая, она более светосильная, чем раньше. То есть даже просто оставив старую матрицу, они сделали новую оптику. Реально, это по-другому ощущается, но по-другому фоткает, по-другому снимает видео. Oppo X8 Ultra, в нем практически все тоже новое. В сравнении с прошлогодней X7 Ultra он отличается во всем. Другой пользовательский опыт. И стоят они в 1,5 раза дешевле Xperia. И глядя на вот эти изменения от года к году, ты потом смотришь на вот это. А почему $1500? Почему вообще? Как можно это оправдать вообще? Когда отличия между ними реально по пальцы... Короче, и это мы еще даже не начали обсуждать техническое качество снимков и видосов, которые можно получить на эти самые Xperia. А почему? Да потому что, нужно обусловиться. Вообще, что такое техническое качество? От чего оно зависит? И какова вообще роль камеры в съемке, потому что очень многие, глядя на вот эти красивые рекламные обзоры, потом покупают камеры или смартфоны, да, и начиная снимать привычную им всякую бытовуху, удивляются, почему фотки такие стрёмные. Да потому что, фоткать нужно красивые вещи, чтобы красивые снимки были. Вот, например, взять мою студию. Я, чтобы она вот так вот выглядела, ее несколько недель модифицировал. Я двигал свет туда-сюда, я созванивался с друзьями, с Олегасом созванивался, привет, Олегас. И чтобы вот это вот все красиво выглядело, я потратил кучу времени. Двигал свет, мебель, игрушки расставлял.
подбирал нормальное место для камеры. Если вот сейчас в ту же самую точку, где у меня вот эта камера стоит, поставить любой другой аппарат, который умеет снимать видео, с теми же самыми настройками яркости и баланса белого, много ли бы от этого изменилось? Ну вот сейчас я себя снимаю на Xperia 1 Mark VII. Это, конечно же, основная камера 4К 60 с примерно той же самой точки. Я не хотел камеру двигать, чтобы потом заново все не настраивать. И вот картинка, конечно, отличается и по качеству, и по балансу белого, но это по сути та же самая сцена. И если еще секунд 10-15 смотреть меня вот именно с этой точки, именно с этой камеры, то есть со смартфона, то глаз в принципе замылится, и если я продолжу рассказывать что-нибудь интересное, то даже разницы уже в принципе не будет. На всякий случай напоминаю, вот так вот выглядит картинка с нормальной камеры, а вот это вот с Xperia 1 Mark VII. И почему она смотрится хуже? Да потому что шумодав, к сожалению, на Xperia отключить нельзя, а вот на Vivas можно. И если бы я снимал это на Vivas, то картинка была бы вот такой. Ну вот, собственно, картинка с X200 Ultra. И почему она смотрится лучше? Не потому что 35 мм, а потому что шумодав отключен. Слава богу, на Vivas можно, снимая видео в Pro режиме, отключить шумодав, который херит картинку, который превращает кожу в воск, мылит текстуры и т.д. и т.п. На Соньке он не отключается. На Vivas он, слава богу, отключается. Жалко, что в фоторежиме, к сожалению, этого сделать нельзя для джпегов, но можно это сделать для равов. Но, тем не менее, не все хотят ковыряться с равами. Я сам с равами со смартфонов ковыряться вообще не люблю. Использую их только для того, чтобы оценивать потенциал. И мы с вами чуть-чуть позже затронем равки, потому что на самом деле, ну, это важно показать, чтобы вы понимали, какой потенциал. Потому что RAW — это когда отключается вся вот эта алгоритмическая обработка, и мы просто получаем слепок реальности, попавших на матрицу через оптику. То есть, насколько резкая оптика можно оценить, и насколько хорошо матрица отрабатывает соотношение сигнала к шуму. Поэтому я снимал там в темных условиях, но, в общем, вы чуть позже в этом сами убедитесь. Но самое главное, что нужно понимать, что нет смысла снимать на Xperia в ручных настройках, надеясь на повышение качества. Сами по себе ручные настройки не повышают качество. Это работает не так. Чтобы качество повысилось, нужно что-то сделать. И вот на Vivas это что-то, то есть отключить шумодав, можно, а на Соньке, к сожалению, нет. Также на Vivas можно еще и отключить фильтр резкости. Вот сейчас картинка смартфонная, но если я сделаю вот так вот, то картинка станет еще лучше, потому что я включил логарифм, в котором, слава богу, отключая шумодав, можно еще и отключить фильтр резкости, который дополнительно обводит все вот эти мелкие детали. И это смотрится убого на больших диагоналях. И вот сейчас картинка прям таки, ну, очень хорошая и практически сравнимая по качеству уже с фуджом. Да, конечно, разница все еще есть, но уже не такая большая. Вот сейчас еще раз, это Vivas, это вот Fuji, это Vivas, а сейчас мы переключаемся обратно на Соньку. Ну вот, собственно, я надеюсь, что мы с вами наглядно убедились, что сам по себе ручной режим на качество не влияет. На качество могут повлиять определенные настройки, которые на Vivo в ручном режиме, слава богу, можно отключить, а на Соньке, к сожалению, нет. И это и является той причиной, по которой я так топлю за Vivo и так хейчу Sony, потому что я люблю хорошую картинку. И с Vivas ее можно получить прям в родном приложении камеры, без страданий. А на Соньке, к сожалению, нужно скакать с бубном, устанавливая Mac Pro 24 FPS, настраивая там все параметры для каждого модуля камеры по отдельности. В общем, куча страданий. Да, можно получить более высокое качество, чем из коробки, но не более высокое, чем с Vivas. И в этом, собственно, и заключается вся соль. Вот так вот. Ну и, собственно, вот картинка еще раз с Fuji на всякий случай. Нормальная картинка с полноценной камерой, а вот картинка со смартфона. Давайте уже теперь с вами оценим равки, чтобы оценить потенциал по фоточасти, и перейдем к остальным параметрам смартфона. Равки будем ковырять через приложение Capture One. Слева у нас всегда Сонька, справа всегда Vivas. Capture One, потому что у меня основная камера Fuji, и именно равки с Fuji Capture One лучше читает, чем другие редакторы. И в первую очередь обратите внимание вот на эти замечательные ореолы. Вот это вот справа у нас галимая китайщина, а слева у нас божественный японский цайс. Просто посмотрите на вот эту красоту. Это вот в авторежиме с приоритетом выдержки. То есть выдержка 1.50, а ISO смартфоны сами подобрали. Вот такие вот замечательные ореолы у нас на Соньке. И вот такие вот галимые контрастные снимки получаются на Vivas в авторежиме. Смотрим теперь вот сюда. Посмотрите, какой у нас замечательный ореол на Соньке. И вот как у нас по-китайски сделал Vivas. Ну, прям вообще позорище какое-то. Давайте с вами шумодав отключим на всякий случай на обоих снимках. И сейчас мы с вами понизим экспозицию. И посмотрим, что у нас можно вытащить из вот этого светильника на обоих смартфонах. Посмотрите, вот у нас чистый снимок с настоящим качеством цайс. Но все-таки китайщина галимая, да, а вот это вот японское качество. Посмотрите, как красиво у нас Сонька этот самый светильник сфоткала. Смотрим теперь вот на этот светильник. Перед ним, смотрите, какой у нас приятный, ровный прям градиент. И что нам нарисовала Сонька? Ну, просто позорище. Как можно такой ровный градиент рисовать? Китайское галимое качество. А вот это вот японское качество. Смотрите, какой бендинг. Тут сначала темно, потом светло, потом снова темно. Зашибись. Смотрим с вами на вот эти засветки.
Вот у нас засветка, потом что-то ровное, потом засветка. Смотрим на вот этот бак, вообще тоже все выбито. Смотрим на Вивасе, вот у нас один маленький блик, все. На Дарт Вейдера посмотрим, тоже здесь вот такой вот блик. Здесь просто небольшая засветочка. Ну вот так вот, значит. Теперь с вами экспозицию в плюс херачим. Вот так вот в плюс. И смотрим, что у нас осталось теперь. Опять же, информации здесь у нас гораздо больше на Вивасе. Здесь ничего не выбито. Здесь у нас все выбито в хлам. Контраст вокруг этого светильничка никакой. Здесь у нас контраст нормальный. Давайте при нормальной экспозиции еще посмотрим с вами. Потому что нужно на стоп ниже сделать, на Соньке вот так вот немножко сделаем. При нормальной экспозиции посмотрим вот сюда. Смотрите, какая пробка здесь. Нормальная, детальная. Здесь какое-то мыло вообще непонятное. Ну и последнее, за что можно похвалить Соньку все-таки, это детализация. Потому что на 16 мм объекты будут казаться немножко ближе, немножко крупнее, за счет чего у них будет немножко лучше читаемость. Но за хорошую читаемость я, в принципе, традиционно Соньки хвалю уже много лет. На 16 мм ничего удивительного там не будет. Это просто следствие того, что это менее широкий угол, меньше всего в кадре. Естественно, то, что есть, оно будет крупнее. Поэтому лучше будет читаться. Ну, в общем так, сверхширик на Соньке по динамическому диапазону, несмотря на новый сенсор, уступает, вот смотрите, артефакты, никакого контраста, угол хуже. В общем, так себе. Смотрим теперь на основные объективы. Конечно, у Соньки это 24 мм, а у Виваса 35. Но мы не будем сравнивать угол, в общем, будем сравнивать то, что есть. Значит, шумодав я отключил. Вот Noise Reduction, отключил здесь, отключил здесь. Смотрим с вами на детальку и на соотношение сигнала к шуму. Так, вот сделаем вот так вот масштаб. Это вот 35 мм против 24. Вроде бы одинаково, да? Вроде бы, если не присматриваться. А если присматриваться, то видно опять, что у нас выбит здесь вот свет полностью. Смотрите, здесь есть какие-то контуры. На Соньке их вообще нет. Смотрим вот сюда. Здесь у нас, смотрите, какой небольшой артефакт. Здесь у нас просто все вообще выбито. Окей, давайте с вами понизим экспозицию. Хайлайты вот так вот дропнем. И смотрим, что останется. Как можно тянуть эти снимки. Вот у нас теперь ровный градиент, смотрите, на Вивасе, как будто бы 10-битный. Смотрите, выбита только вот небольшая вот зона посередине, круглая. На Соньке все выбито, вот все. Та же самая история и с вот этим вот баком, здесь небольшой блик. И вот эта, в принципе, блестящая часть нормально сохранилась. Конечно, ну, выбито, да, но смотрите, сколько выбито на Соньке. Просто несравнимо больше. Если мы задерем экспозицию наверх, и здесь, и там, посмотрим, что у нас с деталькой. Я, конечно, не буду придираться, что вот смотрите, здесь вот четко, а здесь не четко, потому что все-таки на Вивасе угол 35 мм, да, ближе гораздо, в 1,5 раза. Но это все равно, это разнос в одни ворота. Это просто в одни ворота разнос. Сонька не тянет. Старый сенсор, которых уже просто не способен. Еще обратите внимание, да, вот из-за того, что 35 мм и высокая светосила, перед машинки уже выпадает из глубины резкости. То есть он уже не в фокусе. Я фокусировался вот здесь вот. Еще посмотрим с вами на эту алюминиевую банку. Читаемость алюминиевой банки на Вивасе просто вообще выше всех похвал. На Соньке мало того, что она не читается, хотя грипп как бы, ну у Соньки должно было читаться, но не читается. Это просто позорище. На сверхширке, по-моему, лучше получилось. И выбито опять же все. Ни хрена не прочтешь. Давайте с вами, чтобы не тянуть кота за хвост, вот так вот сделаем, да, вот так вот. И здесь тоже. Вот. Читаемость на Соньке, читаемость на Вивасе. Вот это вот галимое китайское качество. Не покупайте, ребята. $1500 нужно платить и получать вот такое. Вот это вот должно стоить $1500. Ну, давайте с вами посмотрим еще теперь на снимки стилевиков. Стилевиков у нас вообще интересно. Отключаем шумодав. Это вот у нас 100% тоже масштаб. Смотрим. Смотрите, какая у нас зернистая картинка с Соньки слева. Все просто в шумах. И вот картинка с Виваса. Разница в 6 раз как раз-таки по площади. 6 или 7 раз по площади. Вот у нас мусор просто слева. И нормальный чистый снимок, с которым что-нибудь можно сделать. Вот у нас как работает оптика Zeiss на Соньке слева. Все выбито, блестит. Как у нас работает китайская оптика Zeiss на Вивасе справа. Вот, в общем, ничего не выбито. Артефакты, вот смотрите, просто голимейшие. Давайте с вами и хайлайты придушим, и экспозицию понизим, чтобы оценить потенциал. Вот так вот смотрим, чего можно будет вытянуть из этого снимка. Конечно, ореолы у нас немножко пропали. Да, припали. Но тут при этом все равно. Конечно, неплохо, да, с одной стороны, сохранилось, можно сказать. Неплохо. Теперь у нас не так сильно выбито, как на основном и сверхширокоугольном объективе. Вообще потрясающе, но при этом все равно хуже, чем у Виваса. Все равно хуже. Вивас можно потянуть на плюс 4 стопа. Если включим шумодав обратно, то в принципе, это может даже сойти более-менее, да, это может даже сойти более-менее за рабочий снимок.
С Соньки, если вы подавите шумы, вот что получится. Вот. Это количество деталей, которые можно вытащить. Ну и тут, конечно, уже будет грех не посмеяться. Посмотрите, здесь даже спидометр, вот эти вот детальки видны. Ну, короче, я не знаю, как можно хвалить Sony за потенциал. Типа, снимайте в ручном режиме, да, вот в авторежиме сделали экспозицию. Это вот деталь с Соньки, это деталь с Vivasa. На всякий случай хочу еще раз обозначить, что у меня нет какой-то там скрытой причины хейтить Sony. Или некоторые пишут там в комментариях, да просто Марк там продает китайские смартфоны, поэтому он хейтит Sony. Вообще-то эту Соньку я тоже продал. Если что-то в Китае дешевле, чем в других странах, почему бы мне это не предложить выкупить здесь, а не в другом месте, чтобы вам сэкономить деньги? Я эти обзоры делаю, чтобы вам сэкономить деньги, чтобы вы покупали то, что стоит денег, а не какую-то дрянь типа Xperia, которая за $1500 ни нормальной оптики не предлагает, ни нормального софта, ни нормальной матрицы в конце концов. Даже в Samsung матрица и то лучше, чем в Xperia. И это уже, ну, просто банальный факт, потому что 50 мегапикселей там на сверхширике, 50 мегапикселей на телевиках. В конце концов, там можно снимать 8К, есть какие-то дополнительные фишки. В логарифме тоже можно без проблем снимать, который нормально красится. Конечно, динамический диапазон у Samsung говно, но они предлагают за свои деньги пользовательский опыт. Там экосистема, в конце концов. У Xperia всего этого нет. И поэтому, собственно, я и бугурчу. Посмотрите обзоры на предыдущие Xperia у меня на канале. На Xperia 1 Mark III, Xperia Pro I, 1 Mark IV, Xperia 5 Mark V, Xperia 1 Mark VI. Что поменялось за это время? Xperia только стали дороже, и при этом из них выкидывают функции. С каждым годом там меньше и меньше функций, но ценник возрастает. В то время как в китайских смартфонах из года в год меняется абсолютно все. Я еще раз это повторю. В Vivo X200 Ultra остался только сенсор на телевике от предыдущего поколения. И то оптику новую поставили перед ним. И поэтому у меня претензии, почему за $1500 Sony просто они даже не стараются предложить пользовательский опыт того уровня, о котором заявляют в рекламе. Просто не нужно обманываться. Если человек хочет купить себе Xperia, у него есть деньги. Я не против. Мои дорогие зрители, если у вас есть деньги, пожалуйста, покупайте себе то, что вы хотите. Есть смартфоны Caviar, есть смартфоны там Apple, да, вот в чехлах каких-то там с кусочком того самого компьютера, который Стив Джобс собирал у себя в гараже. Возможно, это вам нравится, я не против. То есть, если человек готов заплатить за это, и он отдает себе отчет в том, что это такое, пожалуйста, просто не нужно таять в себе какие-то там надежды, что купив Xperia за $1500, вы получите японскую магию. Ее здесь нет. Ни на уровне железа, ни на уровне софтов, ни на уровне алгоритма. Но при этом, я не буду кривить душой, в принципе, Xperia 1 Mark VII снимает чуть лучше, чем Xperia 1 Mark VI, о чем я сейчас вам, собственно, на следующих фоточках и расскажу, и покажу. И, в принципе, в бытовых каких-нибудь там ситуациях Xperia 1 Mark VII может показать неплохие результаты. Но не более того, это очень далеко от того, что предлагают гораздо более продвинутые в этом плане смартфоны из Китая. Начнем с того, за что Sony Boy на форумах нахваливают свои Xperia из года в год. Натуральные цвета. Фото с Xperia действительно могут казаться натуральными, но только если их сравнивать с Apple или Samsung, у которых в основном цвета еще хуже. На помощь могли бы прийти цветовые профили, но они бывают слишком агрессивными. На Vivo вы можете регулировать насыщенность, резкость, контрастность цветовых профилей прямо в авторежиме, благодаря чему можно накручивать нужную резкость и нужные цвета прямо как на взрослых камерах. А вот на Sony ничего такого нет. Жри, что дают, как говорится. Поэтому тем, кто смотрел на Sony ради натуральных снимков, очень стоит попробовать Vivo, где работа с цветами реализована на голову лучше. Кожу Sony, как и в прошлом поколении, рисовать натурально так и не научились. На 50 мм у Xperia меньше микроконтраста, из-за чего фото теряет объем. Но в целом детализация на 50 мм в принципе достойная, хоть и ощутимо хуже, чем у Vivo. Также у Sony хуже и оптическое боке. Смотрим на снимок с телеобъективов. Если смотреть на 12-мегапиксельный снимок на 2-мегапиксельном экране, то никаких вопросов не возникает. Но если открываешь этот снимок в масштабе 1 к 1, где 1 пиксель изображения отображается на 1 пикселе экрана, иначе зачем вообще нужно было бы снимать в 12 мегапикселях, а не в 2, верно? То разница в детализации между Sony и Vivo не просто потрясает, она бросает в ужас. Слева это каша из пикселей, а справа снимок, на котором видны индивидуальные ворсинки шерсти. Да и закатные цвета Vivo тоже передал лучше. О боке вообще говорить нечего. Также оценим новый сверхширик, которым Sony так хвалились. 7 вечера, кадр с Соньки вышел контрастнее и ярче, но насыщенности, как по мне, многовато. Небо циановое, камни рыжие. Снимок с Vivasa нейтральнее, но чуть холоднее, чем положено. Так что по балансу белого, условно, Sony тут можно считать, что выступила чуть лучше. Но по детализации, а главное по резкости оптики, сверхширик Sony это просто говно. Края кадра непозволительно мыльные, при том, что 16 мм это не так уж и широко. А у Vivasa даже при более широких 14 мм края кадра резкие. Вот так поворот.
Смотрим на еще один широкоугольный пейзаж. У Sony на основе традиционная 24-мм оптика, а на Vivo предлагается делать двухкратный кроп со сверхширика с 14 до 28 мм. Sony снова сделала небо циановым и усилила красные тона, но, что удивительно, основа Sony не показывает однозначного превосходства по детализации над кропом со сверхширика китайца. Как это вообще возможно? Проверил также 170 мм. Это 7.1x для Sony, дальнее положение трансфокатора, и результат, если честно, плачевный. Тут даже обсуждать нечего. Это катастрофа, и это мы еще до ночных снимков не дошли. Смотрим на 50 мм. Кроп с основы на обоих смартфонах. У Sony снова не хватает контраста. Куст на заднем плане неестественно кислотно-зеленый, а с цветами кожи тут так вообще полный трындец. У Борея на лице зелено-оранжевые тона. Волосы вместо русых почему-то рыжие, да и с детализацией тоже беда. Снова Vivo вышел куда лучше. 85 мм с той же самой точки. История та же самая, только тут еще и контраста не хватает. Цвет лица на Sony вышел из чата, хотя и Vivo не идеален, но с такой разницей по детализации и бокешке на фоне Sony это просто шедевр. Ну и последний кадр из этой локации. Еще раз широкий угол, на Sony опять кислотная трава, а самая ржачная, так это артефакты склейки. У курицы на кадре с Xperia появился призрак, а вот двухкратный кроп со сверхширика Vivas хоть и перешарплен, но выглядит в целом лучше. Хотя, конечно, и Vivas бывает на снимках косячит. Например, здесь закат на сверхширике вышел естественнее у Sony. У Vivo цветовые артефакты на ноге Борея, но в остальных деталях Vivo точнее. Цветовой профиль у обоих смартфонов теперь стандартный, раньше на Vivas был Zeiss. Sony обосрался здесь и по детализации, и по цвету, потому что циановую майку сделал синий. Ну и передать теплую атмосферу заката тоже лучше удалось Vivas. Но да, само небо вышло лучше у Sony. Тут, конечно, у Vivas накосячил HDR, и я думаю, что здесь лучше пускай каждый для себя решает, что на снимках с членами семьи важнее. Их или все-таки небо. У Sony, однако, в целом динамический диапазон хуже. На закатах, снятых на основную камеру, в 90% кадра будет чернота, зато солнце естественнее, ага. Хотя HDR можно отключить на Vivo в 2 нажатия, большинство людей делать этого не будет. На 85 мм HDR у Vivo уже смотрится лучше, чем псевдоестественность у Sony. Детализация на телеке с Sony здесь уже все-таки позорная. Еще пара со сверхшириков с излишне холодным балансом белого на закате с Sony. И при ближайшем рассмотрении видно еще больше проблем. Детализация дно, куча шумов, циановая майка снова стала голубой, причем она еще и дает артефакты на плечо. В общем, зря ставили новый сверхширик. Лучше снимать от этого Соньки, к сожалению, не стали. Посмотрим теперь на 35 мм. Для Sony это 1,5-кратный зум от основы, а для Vivo родное разрешение. Тут Vivo чуть-чуть затемнил, чуть-чуть перехолодил и чуть переборщил с зеленым. Окей, снимок Sony в общем плане выглядит интереснее, пока не посмотришь поближе. Ужаснейший контур на руках у парня, будто его карандашом обводили. Снова странный розовый налет на коже, грязные текстуры с артефактами. И это я еще не упомянул детализацию, которая на Sony в разы хуже, чем у Vivo. Но зато да, если не зумить, то выглядит окей. Но какой-то раз смысл покупать флагман, который может снимать там 50-200 мегапикселей. Если вам не хочется зумить и смотреть один пиксель изображения к одному пикселю экрана, ну может тогда стоит вернуться в 2007 и снимать на Sony Ericsson K750i, у которого было 2 мегапикселя. Как раз таки экран Quad HD имеет разрешение в 2 мегапикселя. Открываешь на весь экран и получаешь 1 пиксель изображения к одному пикселю экрана. Нормально? Зачем зумить? Еще одна закатная сцена у реки 50 мм, и Sony снова перекраснил кожу. Vivo даже с ярким цветовым профилем снова сделал более нейтральное фото. А разницу в детализации я даже не буду комментировать. Однако видно, что Sony на 50 мм фоткает немного лучше, чем на 35. Все-таки завезли внутрисенсорный зум на Xperia, и на том спасибо. Полуденный портрет в тени, Борик поливает огород. И снова на Xperia не хватает микроконтраста, и снимок как будто бы в тумане. Детализация ужасная, волосы в кашу, на плече блик выбитый, растение тоже выглядит невкусно, а на воду на Xperia вообще без слез взглянуть невозможно. Она на Xperia просто невкусная, на нее смотреть не хочет, да ее и не видно с первого раза. Вот на Vivas вода как вода, а на Соньке мусор какой-то. И еще я после этого просто не понимаю, как хватает наглости у фанатов Xperia рассказывать всем, что да нормально Xperia днем снимает, что вы прицепились к этому телевику. Если не зумить, если не придираться к цветам, если не придираться к детализации, если, а немного ли если за $1500? Также проверил распознание ночной сцены в авторежиме. Сверхширик на Sony темный, инфы в тенях нет, снова циановое небо, и сцена опять не влазит в 16 мм, а на Vivo снимок почти нормальный. Основные модули показывают то же самое. При недостатке света на Sony, в случае, если нужно провести не творческую, а бытовую съемку какого-нибудь, не знаю, счетчика в коридоре, или бумажку какую-нибудь в полумраке снять, да не получится,
блин, потому что у Sony просто нет понимания, что иногда все-таки на смартфоны проводят не творческие, а бытовые съемки. А телевик у Sony вообще ночью слепнет катастрофически. Попытался снять своего садового гнома, у меня вместо него лягушка. И если телевик Vivo уловил хоть что-то, то телевик Sony выдал просто фиолетовое облако шума. Ну вот так вот, короче. Если сравнивать Соньку не с какими-нибудь там инвалидами типа Samsung и iPhone, то можно сказать, что у Sony камеры вообще нет. Но, конечно, если сравнивать Xperia 1 Mark VII с предыдущим поколением, то небольшой прогресс все-таки наблюдается. Нихао, мой дорогой зритель, если тебе нравится то, чем я занимаюсь, если тебе нравятся мои ролики, задумайся о том, чтобы поддержать меня, сделать мне приятно, оставив лайк, комментарий или даже подписавшись на мой канал. Я знаю, что многие смотрят меня не подписавшись. Как максимум можно поддержать мой канал, совершив заказ у меня в магазине, потому что это единственный способ монетизации моего YouTube канала. Я не сую в свои ролики рекламу чужих каких-то вещей, а только рекламирую то, чем занимаюсь или интересуюсь лично сам. Так вот, напоминаю, что у меня есть XFC VPN, которым еще можно воспользоваться бесплатно 7 дней по ссылочке в описании. А также можно совершить заказ у меня в магазине XFC Store. И так как с недавних пор я стал сотрудничать с Анатолием из GL Store, скоро у меня на канале появятся обзоры компьютеров и компьютерного железа. Большое спасибо Анатолию. А также это все добро можно будет заказать прямо у меня в магазине, позвав Анатолия из GL Store прямо у меня в XFC Store боте. Он работает вместе со мной теперь. Собственно, на этом все. Возвращаемся обратно к ролику. Слева у нас всегда будет Xperia 1 Mark VII, справа будет Xperia прошлогодняя 1 Mark VI. И вот глядя на эти снимки, я, конечно, вижу некоторую разницу, но говорить о том, что это прогресс в целое поколение, как по мне, не приходится. В первую очередь я вижу, что есть небольшое отличие по насыщенности и шумодаву. Как вы видите, слева у нас есть текстуры здесь на рубашечке, справа текстур нет, шумодав все это съел. Но слева у нас немножко больше красноты, и поэтому фиолет здесь смотрится немножко насыщеннее, а здесь фиолет немножко более такой приглушенный. То же самое касается и правого плеча. Здесь, видите, вот не такой насыщенный цвет, и шумодав съел все текстуры. Вот и вся разница. Конечно, снимок слева смотрится немножко контрастнее, но в прогресс на целое поколение это, как по мне, не тянет. В общем-то, смотрим еще на пару снимков. Здесь практически никакой разницы, кроме того, что здесь у нас, посмотрите, есть какие-то паразитные зеленые оттенки, которым просто неоткуда взяться, потому что у меня ничего зеленого и желтого напротив или рядом с ребенком на момент съемки не было. То есть, ну вот, контраст немножко появился за счет того, что какие-то странные оттенки и непонятно чего на лицо откуда-то пришли. Смотрим, это у нас 35 мм я снимал, и тут у нас теперь видна какая-то разница. Но это не потому, что у нас какой-то прогресс, а потому что слева у нас ISO 250 и выдержка 1.125, а справа выдержка 1.50 и ISO 125. То есть справа у нас банально смаз в помещении, за что я ругал в прошлом году Xperia, и вот в этом году у нас выдержка в помещении будет немножко выше, за счет чего все-таки у нас не будет смаза, и есть шанс нормально ребенка, допустим, дома сфоткать. Да, вот справа смаз есть, слева смаза нет. Это не прогресс в поколении, это просто автоматику поднастроили. И опять же, это можно было завести и в прошлогоднюю Xperia, банально поправив алгоритм работы автомата. Для этого не нужно покупать новый смартфон. Еще один у нас, значит, такой интересный кадр, это 50 мм. Тут видно, опять же, что слева больше контраста, и на этом все. Ну да, конечно, опять же, шумодав. Видно, что вот здесь вот на подбородке, видите, какие-то шумы странные, которых нет здесь, потому что шумодав их здесь съел. И, если честно, я даже теряюсь в догадках, что лучше, чтобы вот так вот шумы вылазили, или чтобы их шумодав съел, потому что и то плохо в сравнении с тем, как фоткает Vivas. Чуть позже покажу. Вот еще одна пара с этой же самой точки. И вот на этой паре мне, если честно, даже больше нравится снимок с прошлогодних Xperia. Мой ребенок здесь немножко более розовый, более типа натуральный, хотя он на самом деле ни хрена не розовый. Он у меня вот именно вот такой вот желтый, как на снимке слева. А теперь посмотрим, как фоткает в этих же условиях семерка в сравнении с Vivas. Вот слева у нас, значит, семерка, справа Vivas. И вот цвет моего ребенка. Видите, он немножко загорелый и немножко желтый. Он не такой, как его рисует Xperia. Вот как его рисует Xperia, розовый. Но это не европеец, у него азиатская кожа, потому что у меня жена китаянка. Вот практически настоящий цвет его кожи. Это вот слишком белый, слишком розовый. Xperia просто розовит. И посмотрите внимательно на волосы. Даже если вам цвет не нравится, при такой разнице в детализации, я бы, если честно, небольшое отличие по цвету простил. Ну, потому что деталь здесь просто в 3 раза отличается, если не в 10. Смотрим, еще одна пара. Здесь вот у нас ребенок пьет. Смаз практически
контролирован. Слева у нас, вот смотрите, слева у нас немножко, да, вот ребенок двигался активно, и если Вивас что-то там пытался погасить, и видно, слева на волосах мы все-таки видим, что у нас смаз не совсем погашен, то есть, но семерка уже не так будет мазать ребенка в помещении, это хорошо. Еще один кадр в помещении, тоже вот смотрите, ребенок со смазом, а на Вивасе он без смаза. То есть в сравнении с китайскими смартфонами все еще контроль смазов в помещении не такой хороший. Поэтому, если вы хотите фоткать ребенка, Xperia вам не подойдет. И более того, опять же, вот выбита щека. Почему выбита? Ему не хватило динамического диапазона в помещении. Короче, Xperia в своем репертуаре. То есть снять ребенка в помещении все равно на другой смартфон будет проще, чем на Sony. Смотрим теперь улица Xperia 1 Mark 7 против Xperia 1 Mark 6. Это вот мелкий мой. Поливает что-то. Здесь разницу я вообще не вижу, если честно. Если она есть, напишите в комментариях. Я здесь не вижу никаких отличий. Теперь смотрим с вами на вот это. Здесь видно, что слева, опять же, контраста немножко больше. Чуть-чуть. Справа контраста немножко меньше. И за счет того, что здесь контраста слишком много, снимок справа, вот лично мне, вот именно из этой пары, нравится больше. Потому что слева что-то немножко слишком затемнило лицо. Смотрим теперь еще одна пара снимков. Здесь тоже никаких серьезных отличий, чтобы говорить о разнице в целое поколение, о прогрессе, я не вижу. Но, хотя в цвете вижу разницу, да, здесь вот циановая футболочка, майка, а здесь есть какая-то краснота, которых не должно быть на этой футболочке. И еще у нас есть одна пара. Смотрим здесь, это немножко позже. Здесь у нас Xperia 1 Mark 7 вроде бы, если вот по детали посмотреть, немножко лучше, но настолько мизерно, что я уверен, вы в YouTube даже не увидите разницы, потому что она настолько прям мизерная, что говорить о какой-то разнице всерьез не приходится. Ну прям с пипетках ее нужно выискивать. И посмотрим с вами на два заката. Это вот у нас слева семерка, справа шестерка. Какой-то разницы я не вижу. Оптика говно и там, и там. Хотя вот смотрите, здесь вот вроде нет мазни, а здесь вот какая-то мазня. То есть телевик все-таки немножко стал резче на семерке, хотя он мыло, да, но в сравнении с шестеркой он стал резче. И это прогресс, о котором можно все-таки говорить. Ну и еще один последний снимок. Справа у нас шестерка, слева семерка. Смотрим с вами на 100%. Есть у нас приведение, вот есть смаз небольшой. В целом, опять же, говорить о какой-то разнице в поколении не приходится. Но видно, что здесь вот есть блик, да, а здесь блика нет. Это у нас, по-моему, 50 мм. Сейчас посмотрим с вами в инспектор. Это основной объектив. Не вижу, где здесь у нас. Не пишет, к сожалению, Sony, на какой объектив снято в понятном человеческом представлении. Вот, фокальное расстояние 6 мм. Вот. Кто помнит 6 мм на память, какой это объектив. Скорее всего, основа. Ну вот, короче, как-то так. Не могу сказать, что есть значительная разница. Она есть, но незначительная. А теперь послушаем, как звучат динамики Xperia в сравнении с другими смартфонами. Тактильную отдачу в сравнении с прошлогодней Xperia тоже прокачали.
Как уж и слышно из этого сравнения, с тактильной отдачей у Xperia все довольно топорно, а в приложении камеры ее вообще все равно, что нет. Так, фронталку забыл протестировать. Переключаемся на видео и обратите внимание на вот эту вот кнопочку. Она позволяет на видео с фронталки переключать цветовые профили. Немногие смартфоны в принципе в 4К 60 позволяют переключать цветовые профили. То есть в Sony все-таки есть какие-то инженеры, которые умеют что-то невероятное. Но при этом это все. Спасибо за цветовые профили. Но где автофокус на фронталке? За $1500 смартфон, фронталка без автофокуса. Нет возможности зумить вот так вот, чтобы хотя бы 35 мм или не горя уже о 50, да, как это реализовано на Вивасе. Динамический диапазон днища просто. Я, конечно, понимаю, цветовые профили это здорово, но хотелось бы какого-то прогресса, а его здесь, к сожалению, нет. Чтобы хоть что-то на моем лице было видно, я был вынужден включить свет. И вот видите, у меня лицо мерцает. Вот не знаю, как сделать так, чтобы не мерцало. Короче, чтобы долго ваши уши не мучить звуком с микрофона в Xperia, переключаемся на DJI. В этом ролике я сознательно не показал скорость зарядки, не сказал ничего про оболочку, потому что это все у меня будет в следующем ролике. Я еще там буду тестировать такие вещи, как скорость сбрасывания, допустим, файлов по USB. Подключение DeX, что вообще может смартфон, когда вы подключаете его к монитору по USB HDMI. И прочие вещи будут в следующем ролике. Это будет большое сравнение сразу 8 флагманов. И поэтому, если вам хочется узнать больше про то, как Xperia может в ручных настройках снимать, какие там опции есть в камере, это все тоже я буду показывать в большом сравнении. Оно, наверное, будет часа на полтора, потому что там будет вообще все. И в итоге я сделаю такие, не то чтобы выводы, но как бы дело в том, что смартфоны, в принципе, из года в год не превращаются друг в друга, да. Как вы видите, Samsung не превращаются в Sony, айфоны не превращаются в OnePlus, и поэтому, зная философию бренда, можно предсказать на несколько лет вперед, что будет в следующем году, с большой долей вероятности. Ну и, собственно, если тебе интересно вот это вот все, обязательно подписывайся и не пропусти мой следующий большой ролик с большим сравнением всех смартфонов. Ну а мы переходим к итогам. И с одной стороны, конечно, здорово, что Sony продолжает делать смартфоны. Это очень здорово, потому что на рынке должны быть такие уникальные смартфоны. Но при этом, учитывая его стоимость, хочется его похвалить, но не может, потому что японцы сами не думали, что они производят. Потому что если бы они хоть немножко, думали, у них бы получился совсем другой смартфон. Он бы не требовал во время визирования каждые 30 секунд тапать в экран, иначе, выключу камеру. Тапай в экран, смотри в меня. Не на локацию смотри, не с моделью взаимодействуй, а в экран тапай, иначе погашу камеру. Бред, Как можно было допустить вот такое в смартфоне, ориентированном на фотографию? Рассказывают же про технологии Альфа. Если бы они думали, у них бы получился совсем другой смартфон. Вот что получилось у фирмы Sony, когда они думали. Да, это компромиссный смартфон, но у него характер, у него какая-то душа. Его до сих пор берешь в руку, и он поражает. Потому что они как-то умудрились засунуть в 4К экран. Оно как-то работало, я не понимаю, это магия какая-то. 20 лет назад Sony выпустила вот это, TH55. Каждый миллиметр этого устройства продуман до мельчайших деталей. Здесь даже вот такой вот слайдер есть для камеры. Фигак, открыл-закрыл. Аудиоджек, ИК-порт, стилус. И все это как-то уместили вот в такой вот маленький корпус. И все это работает 20 лет спустя. 20 лет прошло, и он до сих пор работает. Этим органайзером до сих пор можно пользоваться. И вот фирма, у которых вот такое вот наследие, производит вот это. Просто позорище. Куда ни посмотри, везде тупые компромиссы. Причем не просто какие-то там придирки, это тупые компромиссы. Экран без вырезов. Хорошо. Full HD. Яркий. Мерцает. Аудиоджек. Слабенький. Можно послушать музыку в затычках, но если хотите лопухи, чтобы прям бас наушники на голове заставлял прыгать, придется покупать вот такой вот. Да, оно стоит всего лишь $50. И вот эти вот $50 будут звучать лучше, чем Xperia. Спасибо за аудиоджек. Слот под флешку. Объективно плюс. Но я хочу версию на терабайт. Я записываю много видео. Мне нужно, чтобы было много быстрой памяти. Я не хочу больше медленную память. Я привык к быстрой. Да, конечно, слот под флешку нужен не для того, чтобы хранить там какие-то там видосы. А нужно, чтобы музыку туда закинул, перенес из старой Xperia в новую. Спасибо, сэкономили мне полчаса времени. Окей. Двухдиапазонный GPS аппаратно. Софтово заблокирован, только один диапазон ловит.
Поддержка у Sony вообще спасибо большое. Xperia 1 Mark V они выпустили, да, 2 года назад, с вот этим вот основным сенсором на 48 мегапикселей. Сколько просили сделать, чтобы Xperia 1 Mark V снимала в 48 мегапикселях, она так и не научилась. 5 Mark V вышел через несколько месяцев, и он в 48 мегапикселей снимать умеет. Младший флагман. Старший флагман, сколько не просили, так и поддержка от Sony. Спасибо большое. Зарядка медленная. Аккумулятор не кремний углеродный. Ну реально, ну как так можно было? Разблокировки лицом нет. Самая важная функция: 1000 раз в день берешь смартфон, нажимаешь дактилоскоп. Убрали из меню функцию, которую просили их туда добавить много лет. Я вообще не понимаю, чем они думали, когда они это выпускали. Спасибо за то, что не перегревается. Спасибо. Спасибо за неплохое железо в камерах. Да, спасибо за классный дизайн. Его в руках приятно держать. Но приятно держать в руках и Samsung титановый. Здесь почему-то титанами не пахнет. Хочется похвалить, но не может, потому что они сами тупо не думали, что они делают. Вот такой вот мой вывод. В итоге, порекомендовать его можно разве что тем людям, которым единственно важно, чтобы на смартфоне было написано Sony, как вот фанатам Apple, яблочко важно, откушенное, да? Потому что и со связью здесь проблемы, и с автономностью, и с производительностью, и с камерами, совсем, короче. Только с дизайном все нормально. Ну, как-то так. Еще раз большое спасибо спонсору обзора. Прости, пожалуйста, что обосрал телефон, но я бы за свои деньги его покупать не стал. На этом у меня все. Увидимся в следующем ролике. Пока.